Всем привет! Вы на канале Momo Snail. И тут вы найдете много интересного о вязании спицами и крючком. Не забудьте подписаться и поставить лайк. И если вы готовы, давайте начинать! Сейчас вы на экране видите манжет моего будущего кардигана. Здесь я провязала обычную резинку 1 на 1 нужной мне высоты. Затем я провязала 3 ряда полой резинки, и уже данным способом я закрыла край рукава. Если вдруг вы не умеете вязать полую резинку, то ссылку на урок вы сейчас видите в правом верхнем углу. Итак, я провязала образец на 18 петель. Резинка примерно в 2 сантиметра высотой, резинка 1 на 1, обычная. И в конце я провязала 3 ряда полой резинки. Обращаю ваше внимание, что вязала я петли классическим способом, не бабушкиным. И начинаем закрывать резинку. Резала кончик нити, и оставила я его довольно длинным, чтобы хватило на все вязание. У меня маленький образец, соответственно, если вы вяжете ворот, то, конечно, оставляйте довольно длинную нитку, примерно в 3-4 раза длиннее вашего края вязания. Действия по закрытию края у нас будут повторяться, и вы очень быстро эту механику запомните. Ничего страшного в этом нет. Первым делом мы закрепляем с вами кромочную петлю, вставляем иглу справа налево. Вытягиваем ниточку. Скидываем петлю со спицы. Она нам еще понадобится. Дальше у меня идет изнаночная петля. Я вставляю иглу слева направо. И вытягиваю нитку. Теперь я вставляю иглу вот в эту петлю, которую мы сбросили. Вот таким образом. Затем вставляю иглу в следующую лицевую петлю. Вот она идет прямо за нашей изнаночной петлей. Вытягиваю нитку. Предпоследнее действие. Вставляю иглу вот в эту изнаночную нашу первую петлю, но справа налево. Вытягиваю нитку. И последнее действие. Сбрасываем 2 петли со спицы. И далее действия наши повторяются. Помните, что вот эта петля нам еще пригодится. Вставляем иглу в изнаночную петлю, вот она, слева направо. Вытягиваем нитку. Теперь вставляем иглу в сброшенную петлю, вот она, и в следующую лицевую петлю. Вытягиваем нитку. Предпоследнее действие. Я вставляю иглу в изнаночную петлю справа налево. Вытягиваю нитку. Последнее действие. Я сбрасываю эти 2 петли со спицы. Давайте закрепим наши действия. Вставляю иглу в изнаночную петлю слева направо. Вытягиваю нитку. Затем вставляю иглу в сброшенную петлю и в следующую лицевую. Вытягиваю нитку.
Предпоследнее действие. Вставляю иглу в изнаночную петлю справа налево. Вытягиваю нитку. И последнее действие. Сбрасываю 2 петли со спицы. Ну и в конце я делаю следующим образом. Завожу иглу в последнюю кромочную слева направо. Затем вставляю иглу в сброшенную петлю справа налево. Последним действием я вставляю иглу справа налево в последнюю петлю и вытягиваю иглу. И вот такой классный край резинки у нас получился. На этом все. Если мастер-класс был полезным для вас, то ставьте лайк и подписывайтесь. Мне будет очень приятно. А с меня больше интересных и полезных уроков. С вами была Александра. Пока-пока!